Палата номер 23 находилась на последнем этаже элитной клиники в Дубае. В воздухе стоял запах стерильности, антисептика и дорогих лекарств. Под белыми лампами неподвижно лежал человек, некогда управлявший целыми отраслями промышленности. Шейх Маджид ибн Рахман, нефтяной магнат и миллиардер, 3 месяца находился в коме после инсульта. Его лицо, застывшее под кислородной маской, напоминало мраморную маску, а аппараты ровно отсчитывали биение сердца. За окном опускалась теплая дубайская ночь. Когда охранник у входа вышел на перекур, в коридор незаметно скользнул бездомный кот, серый, худой, с тусклыми глазами. Он двигался осторожно, почти бесшумно, словно невидимая сила вела его вперед. Миновал лестницы, посты медперсонала и остановился у приоткрытой двери палаты номер 23. Внутри кот на мгновение замер, всматриваясь в светлую комнату и человека, лежащего под капельницами. Он подошел ближе, запрыгнул на край кровати и свернулся клубком рядом с безжизненной рукой шейха. Монитор слегка пискнул, но кот остался неподвижен, будто сторожил покой больного. Через несколько минут медсестра, проверяя оборудование, заметила странное: на экране появилось движение. Пальцы пациента едва ощутимо дрогнули. Сначала она решила, что это сбой, но ритм сердца усиливался. Когда персонал вбежал в палату, кот спал рядом с миллиардером, а тот слабо сжимал его шерсть. С тех пор животное не прогоняли. Оно жило в палате, спало у ног шейха, грело его руку своим телом. Через несколько дней больной открыл глаза, впервые за 3 месяца. Он не мог говорить, но по щекам катились слезы. Врачи называли это чудом. Через неделю Маджид пришел в сознание окончательно. Узнав, что рядом все это время был бездомный кот, он попросил привести его. Кот, словно чувствуя, вошел сам и запрыгнул на кровать. Шейх слабо улыбнулся и прошептал: «Ты вернул меня к жизни». Когда через месяц шейх покинул клинику, его сопровождал не кортеж охраны, а переноска с рыжевато-серым котом, которого он назвал Барик, благословенный. История об этом быстро разлетелась по новостям, но сам Маджид не любил о ней говорить. Он лишь основал большой приют для животных, дар жизни, куда собирали бездомных котов и собак со всего Эмирата. Каждый день он приходил туда, кормил их и беседовал, как с друзьями. На вопрос журналиста, зачем миллиардеру заниматься бездомными зверями, шейх ответил: «Потому что один из них напомнил мне, что я все еще человек». Барик прожил рядом с ним еще 5 лет. Когда кот умер, шейх похоронил его в саду под пальмой, где выбил слова: «Он пришел ниоткуда, чтобы вернуть мне жизнь». С тех пор Маджид изменился. Он стал мягче, щедрее, открыл больницы для бедных, помогал людям, не спрашивая, кто они. Иногда, глядя в окно своего дворца, он видел на балконе белого кота с янтарными глазами и тихо шептал: «Спасибо, мой друг». Говорили, что в его доме всегда слышно тихое урчание, даже когда он был один. Может, это просто ветер, а может, напоминание о том, что чудеса приходят не в золоте и власти, а в тепле маленького сердца, которое однажды спасло человека.